Кортизол считается чуть ли не самым ненавистным и пугающим гормоном. Все беды сваливают на него. Правильно питаетесь, но не можете похудеть – кортизол виноват. Постоянно хочется сладкого – кортизол виноват. Тренируетесь, но все равно растет вес на животе – снова кортизол виноват. Этот гормон является главным объяснением любого разочарования человека. Кортизол якобы не то, чтобы не дает вам скинуть лишние килограммы, так он даже наоборот заставляет вас толстеть каждый год. Но является ли он на самом деле виновником всех проблем, или это очередной козел отпущения недисциплинированных людей? Смотрите видео до конца, в нем я выясню, насколько реально страшен кортизол и способствует ли он набору веса. Меня зовут Влад, вы на моем канале Питание Про, так погнали. Кортизол – это стрессовый гормон, который помогает мобилизовывать топливо в нашем организме для использования его в качестве энергии. Обычно любой стрессор определяется нашим мозгом, затем активируется симпатическая нервная система для выделения адреналина и кортизола из надпочечников. При повышении кортизола глюкоза, жир и белок расщепляются и попадают в кровь для использования их нашими мышцами. Это означает, что уровень глюкозы в крови тоже растет, так как организм предполагает, что ему может внезапно потребоваться быстрая энергия для борьбы со стрессором. Так что, когда люди слышат слово «стресс» или «кортизол», то они считают, что это плохо, но на самом деле стимуляция кортизола очень важна во многих ситуациях. Кратковременное увеличение кортизола, например, утром, позволяет вам проснуться и встать с постели, а дальше двигаться в течение дня и заниматься физическими нагрузками. Аналогично переживания во время важных мероприятий или публичных выступлений являются признаками здорового выделения кортизола. Без увеличения этого гормона мы с вами были бы как овощи. Но все же хронически повышенные уровни этого гормона могут негативно повлиять на ваше здоровье. Сначала поговорим о кортизоле, об отложении жира в области живота. Но перед этим попрошу вас подписаться, это поможет развитию канала, спасибо. Есть такое заболевание, как синдром Яценко-Кушинга или гиперкортицизм, характеризующийся чрезмерным выделением кортизола. При нем обычно наблюдается более высокий уровень жира в области живота и более низкая мышечная масса. Но это немного отдельная история. Говоря об относительно здоровых людях, хронически повышенный уровень кортизола ассоциируется как с набором веса, так и с более высоким индексом массы тела во многих исследованиях. Хотя разница в прибавке в весе между людьми с высоким и низким уровнем кортизола была равна примерно 100 граммов в месяц, что не так уж и много, но в долгосрочной перспективе это может вылиться в приличные числа. Интересный феномен, что кортизол хоть и вызывает увеличение распада жира во всем организме, он может вызвать уменьшение распада жира в брюшной полости. А этот жир, который окружает внутренние органы, он же висцеральный, тесно связан со многими хроническими заболеваниями, и в этом и заключается опасность кортизола. Теперь давайте обсудим связь между высокоинтенсивными упражнениями и высоким уровнем кортизола. Упражнения сами по себе являются стрессором для организма, и исследования показывают, что интенсивные упражнения длительностью более часа способствуют значительному увеличению уровня кортизола, даже большему, чем у людей с синдромом Кушинга. Но эти уровни обычно снижаются примерно через 1,5 часа после выполнения этих упражнений. В данном случае повышение кортизола в ответ на упражнение имеет физиологический смысл, так как работа кортизола разлагать жир для того, чтобы сделать его доступным для мышц, когда им нужна энергия. Таким образом, высокий уровень кортизола во время и после упражнений фактически является признаком интенсивной тренировки. И кортизол может быть более тесно связан с ростом мышц после силовой тренировки, чем даже тестостерон и гормон роста. Хоть физические упражнения и способствуют повышению уровня кортизола во время и после тренировок, они также помогают его снижению в оставшееся время суток, особенно ночью. И это очень важный момент, ведь если посмотреть на элитных спортсменов после интенсивных тренировок, их уровень кортизола в среднем ниже, чем у людей, которые вообще не занимаются. Однако есть такое мнение, что интервальные тренировки высокой интенсивности, или по-простому HIIT, могут привести к хронически повышенному уровню кортизола, что не является идеальным. Но это скорее частные случаи, касающиеся чрезмерных нагрузок, в особенности их сочетания с ограничительной диетой. Например, некоторые женщины, теряющие менструацию из-за ограничения калорий и параллельно участвующие в соревнованиях высокого уровня, склонны иметь повышенный уровень кортизола и более низкий уровень основного обмена веществ. Но здесь не совсем понятно, вызывает ли высокий кортизол нарушение цикла и снижение основного обмена веществ, или же наоборот, все эти процессы способствуют повышению этого уровня. Главный вывод о тренировках заключается в том,
что физические упражнения могут временно повышать уровень кортизола, но в целом они оказывают снижающее воздействие на этот гормон. Теперь давайте поговорим о диетах для похудения и их влияние на уровень кортизола. Любое ограничение калорий также является значительным стрессором для организма. Исследования показывают, что чем выше дефицит калорий, тем выше уровень кортизола. А голодание длительностью более 2 суток показывает наибольшее увеличение этого уровня. Это вполне логично, так как организм прибегает к использованию внутренних источников энергии, так как он не получает их из пищи. Учитывая связь между высоким уровнем кортизола и увеличением жира в области живота, а также тот факт, что диеты увеличивают уровень этого гормона, логично предположить, что повышенный кортизол мешает снижению веса. Но это неверное рассуждение. Исследования показывают, что нет прямой связи между увеличением кортизола и способностью человека снижать вес. А более высокие уровни кортизола во время диеты ассоциированы с большим снижением веса. И в конечном итоге дефицит калорий приводит как к увеличению уровня кортизола, так и к увеличению потери веса. Но при этом повышенный кортизол может способствовать накоплению жира в области живота. И если вы находитесь в дефиците калорий, то маловероятно, что кортизол заставит вас набирать жир в области живота. Но это может означать, что он будет препятствовать сбросу этого веса, и вы при этом будете терять жир в других областях, что не является желаемым результатом. Если вы перепробовали кучу различных диет, но вес вернулся назад, или вы все не можете решиться, как и с чего начать, то мой персональный подход может помочь вам добиться желаемых результатов, ведь он помог уже многим людям. В описании к видео есть ссылка на форму с анкетой. Переходите, заполняйте, и я свяжусь с вами для дальнейших шагов. А мы продолжаем. Когда речь заходит об интервальном голодании, все становится еще сложнее. Теоретически любой дефицит энергии приводит к увеличению кортизола. Но, тем не менее, когда мы пропускаем ужин, начинаем голодать после обеда, например, с 16:00 до 8 утра, мы не наблюдаем повышенного уровня кортизола. Однако у людей, которые пропускают завтрак и едят примерно с 12:00 до 20:00, мы наблюдаем значительное повышение уровня кортизола ночью. Это особенно четко демонстрируется у тех, кто соблюдает пост во время Рамадана, где увеличение уровня кортизола сдвигаются к более позднему времени суток, что негативно сказывается на сне. Итак, вывод по диетам. Хоть они увеличивают уровень кортизола, но это не препятствует напрямую снижению веса, хотя, возможно, и делает процесс снижения жира в области живота более сложным. Более вероятным посредником в нарушении снижения веса является аппетит и выбор определенных продуктов. Другими словами, стресс и кортизол оказывают более существенное влияние на потребляемую пищу, нежели наоборот, выбор продуктов сказывается на кортизоле или стрессе. Одним из способов временно снизить уровень кортизола является употребление вкусных высококалорийных продуктов, особенно богатых жирами и сахаром. Это объясняет тот факт, что мы обычно испытываем большое желание поедать что-то вроде шоколадок или конфет, когда мы находимся в стрессе. И эти желания обычно бывают более интенсивными у тех, кто находится на диетах для похудения. Кортизол также увеличивает уровень гормона голода грелина, что заставляет нас хотеть есть еще больше. Одно исследование показало, что люди, принимавшие препараты, увеличивающие уровень кортизола, съедали примерно в 1,5 раза больше калорий, чем до этого. Таким образом, кортизол не мешает снижению веса, он скорее способствует увеличению желания съесть более калорийную пищу и усложняет нахождение в дефиците калорий. Кортизол, вероятно, не настолько плох, как о нем говорят все вокруг, но самое главное, что мы не хотим, чтобы он был хронически повышенным. Если вас беспокоит повышенный уровень кортизола, то обратитесь к врачу по поводу ваших симптомов. Признаков повышенного кортизола довольно много. Наиболее распространенными из них являются, как уже говорилось ранее, отложение жира только в области живота, также сильная усталость и утомляемость, ухудшение заживления ран, а также потеря мышечной массы и мышечной силы. В клинической практике используются различные тесты для определения повышенного уровня кортизола, такие как дексаметазоновый тест, тест на выделение кортизола с мочой в течение суток,
а также тест на уровень кортизола в слюне, который проводится в течение дня. Что касается мер по исправлению данной ситуации, то все будет зависеть от причин возникновения. Например, если вы девушка, у которой внезапно произошла аменорея, но при этом вы сидите на жесткой диете и при этом увлекаетесь чрезмерными физическими нагрузками, то выходом здесь может быть только снижение этих нагрузок и увеличение потребления пищи. Но если же повышенный уровень кортизола связан с применением различных лекарственных препаратов, например, от СДВГ или же другими хроническими заболеваниями, такими как синдром Кушинга, то здесь на помощь придет только врач. Различные психические расстройства являются наиболее распространенной причиной повышенного кортизола, нежели диета и упражнения, как многие предпочитают думать. Но даже если у вас не диагностировано какое-то психическое расстройство, то такие методы, как когнитивно-поведенческая терапия, различные медитации или упражнения на осознанность могут помочь снизить уровень кортизола. Однако, если вы набираете жир, имея высокий уровень кортизола, это происходит не потому, что этот гормон заставляет вас быть ленивыми, уставшими, не хотеть тренироваться или же снижает ваш метаболизм. Также это не из-за того, что вы слишком интенсивно тренируетесь или же ограничиваете свой колораж. Самое вероятное это то, что высокий кортизол повышает ваши уровни гормона голода и заставляет вас хотеть съесть что-то. Особенно если это связано с эмоциями, и вы вследствие этого получаете избыток калорий. Если это видео наберет достаточное количество лайков, то я сниму ролик о различных добавках и продуктах для снижения уровня кортизола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!